3i Atlas вообще не может быть межзвездным объектом, потому что нет никакого межзвездного пространства. Люди повелись на этот бред не потому что тупые, а потому что их приучили считать это не их уровнем. Система не требует понимания, она требует доверия. Те не предлагают проверить, те предлагают согласиться. И большинство соглашаются, потому что по энергии это дешевле, чем думать. История с Атласом свою функцию выполнила. Вера укреплена, модель мира подтверждена, критическое мышление отсутствует. Народу лень что-то там интерпретировать. Сказали, прилетел извне, ну значит прилетел извне. А кто-то вообще доказал, что объект прилетел извне, а не появился внутри системы наблюдения. Камеры снимают небо, софт вычитает фон, усиливает контраст, склеивает точки и интерпретирует, что что-то движется. Это не доказательство. Это результат фильтрации данных, отражения, бликов, сбой калибровки, пересечения слоев атмосферы или купола, который алгоритм выдал как отдельный объект. То есть не объект в небе, а объект в данных. Atlas — сеть автоматических камер, которые фотографируют слабые точки и программно сравнивают кадры, где любой горячий пиксель, промах калибровки или блик легко превращается в новое тело. Абсурдность та же, как если городская камера вычитает фон и каждый блик от дождя примет за новую машину на перекрестке. Врач примет дрожание электрода на ЭКГ за инфаркт. Метеорадар — стаю птиц за ураган. Аудиопрограмма — шипение кассеты за голоса призраков. Алгоритм честно ловит артефакты обработки и объявляет их событиями, хотя на самом деле это просто шум. Мне часто говорят, что я слишком уверенная в своем мнении. Почему то же самое не говорят людям, которым год засирали мозги этим атласом и которые с уверенностью повторяют, что это межзвездный объект? Их уверенность почему-то считается нормой, а моя проблемой. Выходит, что уверенность — это не про степень убежденности, а про соответствие разрешенному мнению. Если ты придерживаешься мейнстрима, ты разбираешься. Если отклоняешься, ты слишком уверенный в себе. Единственное, в чем я уверена в этом случае, так это в том, что это не межзвездный объект, а что это на самом деле, можно только догадываться. Может, это какое-то атмосферное или купольное явление. Если над Землей есть слоистая структура, плазма, отражающие слои или купол, то там могут возникать движущиеся световые эффекты. Новые пятна свечения поля под куполом не продается, звучит слишком буднично, не щекочет воображение и не дает приобщиться к великому космосу, лежа на диване. Для адептов межзвездного культа нужно обязательно межзвездный, уникальный, третий в истории, ученые озадачены, человечество в восторге, а то, что это просто мерцание, ну с этим кликов не наберешь. Скажешь пятна под куполом, и все, праздник у PDF-астрономов отменяется. Скажешь межзвездный объект, и вновь можно чувствовать себя песчинкой во Вселенной. Эти вакуумные мистики все пытаются натянуть на все подряд орбиту. Получается гипербола, потому что хотят описать не физическое движение моделью космоса. Отсюда их аномальная траектория. Третья версия — это внутрисистемный объект, а не внешний. Это мог бы быть военный или исследовательский объект, тестовый аппарат, отражение высоковысотной технологии или что-то, что движется над плоскостью, а не вокруг шара. Но поскольку такие вещи нельзя называть напрямую, им дают безопасный ярлык — межзвездный объект. Прилетело, улетело, ничего объяснять дальше не надо. Четвертая версия — это информационная приманка. В этой логике главная цель не объект, а реакция публики. История про третий межзвездный объект усиливает веру в космос, закрепляет модель бесконечной Вселенной, отвлекает от вопросов к самим системам наблюдения и приучает принимать расчеты без проверки. То есть фейк не в точке на небе, а в интерпретации, которую сразу подают как факт. 3i Atlas — это не что-то летящее к нам из другой звездной системы, а либо интерпретация алгоритма, либо аномалия внутренней среды, либо удобный ярлык, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о природе наблюдаемых явлений. Вся межзвездность существует только на уровне математической модели, а не в реальности. Сколько раз за жизнь одного и того же человека можно кормить обещаниями и сенсациями, которые потом бесследно исчезают, прежде чем он заметит эту закономерность и поймет, что его наебали. Сколько исчезнувших сенсаций нужно одному человеку, чтобы начать смотреть не на анонс, а на результат? На каком по счету исчезнувшем прорыве у него ломается доверие? Или счет не предусмотрен? Есть ли вообще предел количеству исчезнувших обещаний? Люди не учатся на исчезнувших обещаний, они учатся ждать новых, поэтому ответ нет, предела нет. Моей 13-летней дочке предложили участвовать в Олимпиаде по космосу, потому что она хорошо разбирается. Она плоскоземельщица, но
разбирается в их модели. И в этом различие между нами и шароверами. Мы разобрались в обеих моделях и сделали вывод. Земля плоская, никакой Солнечной системы нет, и уж тем более никакого межзвездного пространства с его орбитами. А шароверы знают только одну модель. Не потому что она лучше, а потому что другой им никогда не показывали. Они не сравнивают, они запоминают. Но вообще-то напомню, что научный метод — это сравнение моделей и вывод. Заучивание одной разрешенной версии — это не наука, а какая-то квантово-гравитационная вера, которая очень смахивает на последнюю чухню. Но вы не волнуйтесь, что 3i канул в забытие. Через пару лет прилетит любимец паникеров Апофис 99942. Это астероид, который станет знаменит своим очень близким пролетом мимо Земли 13 апреля 2029 года, когда пройдет всего на расстоянии 31 600 километров от поверхности. 31 600 километров. Это вообще что? Они не могут предсказать погоду на месяц вперед, но с точностью предсказывают расстояние пролетающего объекта через 3 года. Если бы мы реально были пылинками в открытом космосе, в среде, где галактические ветра, радиация, астероиды, метеориты, мы летим со скоростью сотен тысяч километров в час, то история Земли выглядела бы так. Стерла, размазала, перемолола, даже не заметили. Гарантированно. Атмосфера должна была бы утекать постоянно, а не по чуть-чуть, но компенсируется. Океаны должны были бы испариться или сдуться за ничтожное время. Орбита должна была бы гулять, а не быть идеально удобной для календарей, затмений и сельского хозяйства. Вероятность того, что пылинка в хаотической среде, под постоянным обстрелом, с ветрами, без стен, без купола, без защиты, сохранит атмосферу, воду, стабильный климат и жизнь на протяжении 4,5 миллиарда лет – 0. И на чем все это держится? Магнитное поле спасло, гравитация удержала, мы не до конца понимаем, в тот момент условия были другими. То есть модель не объясняет устойчивость, она ее оправдывает задним числом. Если бы мы были пылинками в космосе, нас давно бы уже не было. Не потому что катастрофа, а потому что среда несовместима с долговременной стабильностью. А раз все подозрительно стабильно, Земля не объект, болтающийся в хаосе, а устойчивая система. А устойчивая система — это плоскость под куполом, а не пыль на сквозняке.